Приветики, мои дорогие! Как вы уже в том видео увидели, что я купила лаваш и сказала, что я хочу поделиться рецептом ленивой лазаньи. Она, правда, очень-очень ленивая. Я сегодня решила приготовить ее и с вами поделиться. Нам надо минимум продуктов, минимум времени. И это получается так вкусно. Получается, правда, как настоящая лазанья. Тяжело от этого отличить. Я сейчас покажу, что нам для этого понадобится. И, конечно, все ингредиенты вы найдете в описании под видео. У меня вот такая форма, так как у нас лаваш круглый, я не знаю, в наших магазинах не видела именно в Германии, что есть такой квадратный лаваш. Нам надо будет лаваш, для соуса фарш. У меня сегодня грибочки, но я очень люблю цукини ложить, но я забыла их купить. Лук, чеснок. У меня здесь морковка и корень сельдерея. Вот этот белый, это корень сельдерея. Я очень мелко все режу, ну как так. Для приправ нам понадобится, я хочу цимтом сделать и карри, и орегано сделать. Я всегда добавляю сахар, если я с томатами работаю, у меня томаты вот такие жидкие. Соль, перец, конечно же. И так как у нас очень-очень ленивая лазанья, у нас будет соус бешамель немножко по-другому. Нам надо сметану и немножко сливок, соль, перец и мускатный орех. И также нам надо будет сыр, у меня моцарелла, и у меня грана панада, это как замена пармезана. Вот такие ингредиенты нам понадобятся. Я все готовлю в глубокой сковородке просто. Кто в Германии живет, в Альде они продаются, если кому-то интересно. И добавляю масло и даю немножко нагреться. Как наше масло нагрелось, я добавляю фарш. У меня говяжий фарш. И хорошо пережариваю, не отходя, чтобы он меленький получился. Прям хорошо мешать и не отходить. Как наш фарш пережарился, он получился вот такой меленький. Я добавляю туда лук, а также чеснок. И даю немножко пожариться. Как все немножко потушилось, минутка, самое много 2, я добавляю все остальные овощи. И грибочки я тоже добавляю, но грибочки не обязательно ложить. Я люблю цукини ложить или сельдерей, я очень люблю ложить именно такой зеленый, но у меня сегодня не оказалось. Из-за этого я ложу сельдерей корневой. Просто даем немножко, чтобы такие аромы дали наши овощи. И заливаем потом нашим томатом. У меня прошла 1 минутка, овощам не надо зажариваться, так как они и будут у нас тушиться, а потом пойдут еще и в духовочку. Я выливаю наши помидоры. Я не знаю, вам видать или нет, наверное, не видать. Ну, совсем чуть-чуть наливаю воды в мою баночку, где помидоры были. Так сказать, мою баночку со всех сторон и выливаю вот этой водички. 50-80 мл. Все хорошо перемешиваем и добавляем наши все приправы. Я немножко уменьшила мою плитку. Теперь добавляю соль. Мне примерно 1 чайную ложку надо будет соли. Немножко черного перчика. Я добавляю 1-1,5 чайной ложки сахара. Карри это уже на ваше усмотрение, но я немножко добавлю, мне очень нравится, потому что орегано и карри как-то сочетаются. Я пол чайной ложечки добавила. Орегано я добавлю чайную ложечку полную. Давайте 2 добавим. Вторую не сильно полную, чтобы получилось 2 чайные ложки неполные. И цимт добавляйте совсем чуть-чуть. Небольшую такую, но будем говорить на ложечке вот так. Все хорошо перемешиваем и даем 20 минут, я всегда даю, чтобы она кипела. Я закрываю крышкой, чтобы сильно не выпарилась наш именно сок. Если вы сильно много помидоров налили, то, пожалуйста, откройте с открытой крышкой, чтобы выпарилась. Ну, не сильно должно это жидко быть. Пока у нас готовится наш соус, мы делаем соус бешамель, так сказать, фальшивый. Я всю сметану, у меня здесь 200 грамм, в мою чашечку выклала. Смотрите уже, сколько вы, насколько делаете. Я добавляю немножко перчику черненького, четвертую часть от ложечки.
соли. Я добавлю пол чайной ложечки, а потом попробую. И мускатный орех я добавляю примерно, ну, тоже 1/4 ложечку. Я надеюсь, вам это заметно. 1/4 часть от ложечки. Теперь добавляем немножко сливок, чтобы он такой, как соус получился. Мы добавили совсем немножко сперва сливок и потом перемешиваем, чтобы он у нас не сильно жидкий получился. Сейчас хорошо перемешаем, и я покажу, какая консистенция должна примерно получиться. Вот я уже вижу, что у нас консистенция сильно густая. Я добавляю еще сливок. На соль я попробовала, на перец, на все мне все хватает. И перемешиваю дальше. Добавляю еще немножко, так как соус немножко еще густоватый. Вот, я хотела вам показать, вот такая консистенция должна получиться. Густой, не знаю, густого супа. Я все потом перемешаю, чтобы комочков не было. Ну вот примерно так нам надо, чтобы она была. Вот такой соус у меня получился. Он не сильно густой и не сильно жидкий. Теперь мы начинаем складывать. И вам надо включить духовку примерно 180 градусов, чтобы она... У нас вообще все готовое. И нам надо, чтобы только немножко наш лаваш пропитался. Вот и все. Из-за этого посмотрите по вашей духовке. Там 15 минут, 10 минут подержать в духовке. Какая вам надо, чтобы сверху немножко зажарилось красиво. Я первый слой делаю нашего соуса. Добавляю немножко белого соуса. Не сильно много. Насыпаю немножко сыра. У меня моцарелла, как я уже до этого сказала, и замена пармезана. Это дает очень много вкуса. Не пересолите вашу начинку, так как пармезан тоже соленый. И теперь ложим первый лаваш. Итак, прослаиваем наши все слои. Но последний слой должен быть соус, а не лаваша. Я начинки ложу прям хорошее количество. Не просто чуть-чуть, а хорошее количество. Опять соус. Тоже не сильно много. Это должно для вкуса быть. Здесь уже побольше мы ложим сыра. Конечно, другого сыра нам не надо сильно много. Его только надо для вкуса положить. И опять наш лавашек. Как вы видите, у меня больше ничего не вместится. Только сверху я накладу наш соус. У меня очень маленькая форма, но у меня круглой нету больше. Я выложу сейчас мою всю начинку. Вы можете, если вы хотите, сверху сделать очень много сыра. Я не буду много делать сыра. Я сделаю так, чтобы немножко прикрыла. Или положите лаваш и потом еще сыром засыпите. Все, я выклала мои остатки начинки. И делаю опять немножко белого соуса. Он как нагреется, он потом растекется. Добавляю сперва наш пармезан или замена пармезана, что у вас есть. Если нет, то не обязательно добавлять, это правда только для вкуса. И я засыпаю моцареллой. У меня включено 180 градусов гриль сверху, потому что я хочу, чтобы только сверху зажарилось. И все. Потому что так оно уже все готово. Ой. Все, моя лазанья готовая. Я посмотрю, 10 минут сделаю. Если еще не будет полностью зажарено, как я хочу, то 15 минут. Но больше не надо. Смотрите по своей духовке. Посмотрите на эту вкуснятину. Вот такая прелесть получается. Я всегда оставляю лазанью отдохнуть, так чтобы лаваш, он немножко вот эту жидкость, вот этот бульончик впитал в себя. И вот эти все, как сыр, чтобы он прям хорошо взялся, и тогда уже режу. Я уже не буду резать. Я знаю, что она очень-очень вкусная. Ее очень часто делаю, когда мне надо что-то быстрое и вкусное сделать. У меня тогда такая лазанья на обед.
Я буду с вами прощаться. До новых видео. Пока-пока.